Здравствуйте, друзья! Я юрист Валерий Табаков. Сегодня мы разберем важную тему, связанную с уголовным процессом в Украине. На примере я это сделаю дело Зинченко Вячеслава Федоровича, которого обвиняют в убийстве Ирины Фарион. Тема сегодняшняя – это о том, как свидетели могут самостоятельно заявить о своем желании давать показания в суде. Если вы интересуетесь правом, хотите помочь в установлении истины или просто разобраться, как работает украинская судебная система, это видео для вас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Будем начинать. Что хочется сказать по этому делу? Это дело резонансное, и очевидно, что в нем, как и в любом другом резонансном деле, реализуется давление на обвиняемого, давление на адвокатов, давление на суд и давление на свидетелей. Вот что касается свидетелей, то до сих пор я например, не вижу тех свидетелей, которые будут свидетельствовать в пользу Зинченко. Но, насколько мне известно, такие свидетели, желающие свидетельствовать в пользу Зинченко, есть. И есть противодействие для таких свидетелей со стороны, в частности, адвоката и со стороны самого обвиняемого Вячеслава Зинченко, а не только со стороны обвинения. Поэтому, поскольку в этом деле таки требуется объективная истина, ее установление, нужно дать возможность свидетелям, которые являются независимыми участниками судебного процесса, дать возможность представить свои показания свидетельские, дать свои свидетельские показания в суде для того, чтобы суд смог установить объективную истину, а не реализовать тот сценарий, который уже, по всей видимости, по виду, неотвратимо катится в заданном направлении. Так что давайте, друзья, двигаться дальше. Средства у нас еще есть. Кто такой свидетель в суде? Свидетель – это человек, который обладает информацией, важной для уголовного дела. В деле Зинченко, например, это может быть человек, который видел или слышал что-либо, связанное с событиями, произошедшими в июле 2024 года во Львове, где погибла Ирина Фарион. Свидетельские показания могут кардинально повлиять на исход дела, подтвердить вину обвиняемого или, наоборот, доказать его невиновность, так сказать, представить алиби. В уголовном процессе в Украине свидетели имеют право и даже обязанность сообщить о том, что им известно. Это закреплено в Уголовном процессуальном кодексе Украины, в частности в статьях 65-67. Но что делать, если вы обладаете информацией, а следствие или суд вас не вызвали? Можете ли вы сами проявить инициативу и помочь суду? Ответ – да. И я, юрист Валерий Табаков, сейчас объясню, как это сделать. Согласно украинскому законодательству, любой человек, которому известны обстоятельства уголовного дела, может обратиться в суд или к следователю, если дело еще не в суде, с заявлением о допросе. Это право вытекает из статьи 95 Уголовного процессуального кодекса, где сказано, что
показания свидетелей – это один из источников доказательств. Более того, статья 56 Уголовного процессуального кодекса позволяет гражданам сообщать о фактах, которые могут повлиять на расследование. В деле Зинченко, если вы, например, были во дворе дома номер 3 по улице Масарика во Львове в день убийства Ирины Фарион или в любой другой день и видели человека в панамке Патагония и очках, ваши показания могут быть ключевыми. Даже если следствие не знает о вас, вы сами можете подать заявление в суд, чтобы вас допросили. Это, друзья, особенно важно, если вы считаете, что ваши показания могут помочь обвиняемому Вячеславу Зинченко, независимо от того, желает он этого или нет. Если вы считаете, что ваши показания могут пролить свет на обстоятельства дела, не сомневайтесь, пишите, подавайте заявление и свидетельствуйте. Как это сделать правильно? Для этого нужно составить заявление в суд. И мы сейчас разберем, как выглядит такое заявление и что в нем должно быть. Сейчас мы рассмотрим пример заявления, которое можно подать в Шевченковский районный суд города Львова по делу Зинченко. Я зачитаю его и объясню, что к чему. Итак, заявление. В Шевченковский районный суд города Львова, улица Сечевых Стрельцов, 12, Львов, Украина, 79 тысяч. От такого-то, такого-то, фамилия, имя, отчество, проживающего по адресу и указать свой адрес, например, город Львов, улица Шевченко, 10, квартира 5, контактный телефон, e-mail, адрес электронной почты, паспортные данные или ИНН, РНОКПП. Заявление о допросе в качестве свидетеля. Я такой-то, такой-то, фамилия, имя, отчество, обладаю сведениями, которые имеют значение для установления истины в уголовном производстве по обвинению Зинченко Вячеслава Федоровича в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины убийство Ирины Фарион. Мне известно, что указать дату. Я был очевидцем событий, связанных с обвиняемым Зинченко В.Ф. и могу свидетельствовать о его действиях, которые не указывают на его вину в убийстве. А именно, я лично разговаривал с человеком, одетым в панамку Патагония и очки, на скамейке во дворе дома номер 3 по улице Масарика в городе Львов. Содержание и обстоятельства этой беседы я готов сообщить суду под присягой. Прошу суд допросить меня в качестве свидетеля в этом уголовном производстве, определить дату и время моего допроса и уведомить меня по указанным контактам. Разъяснить мне права и обязанности свидетеля согласно статьям 65 и 66 КПК Украины. Я предупрежден о уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, статья 384 УК Украины, и за отказ от дачи показаний, статья 385 УК Украины. Обязуюсь предоставлять правдивые сведения и явиться в суд по вызову. Приложение: копия паспорта по желанию,
другие документы, подтверждающие мою личность или сведения при наличии. Подпись и дата. Почему, друзья, такая структура этого заявления? Во-первых, нужно указать адресата, это все знают, Шевченковский суд, данные заявителя, которые нужны для идентификации и связи с вами. Суть заявления, где коротко описывается то, что вы знаете, без лишних деталей, которые вы расскажете на допросе в суде. И просьба к суду, четкая формулировка того, что вы желаете быть допрошен, как свидетель. Уведомление об ответственности – это обязательная часть, чтобы суд знал, что вы понимаете свои обязанности. И приложение – копия паспорта, которая подтверждает вашу личность, но это не обязательно на этапе подачи. Заявление можно подать несколькими способами. Первый – лично прийти в канцелярию Шевченковского районного суда по адресу улица Сечевых Стрельцов, 12, города Львов. По почте, это другой способ подачи, отправить заказным письмом с уведомлением о вручении, свое заявление такое. Третий способ – это электронно, через систему «Электронный суд», если вы зарегистрированы на портале. Также можно подать по электронной почте в суд с своей квалифицированной электронной подписью. Это заявление. Также возможно подавать через адвоката, но на данном этапе в деле Зинченко я не рекомендовал бы вас связываться с адвокатами, потому что есть такое подозрение, что адвокаты, да и сам Зинченко, не работают в свою пользу. А вы, как свидетель, можете пролить свет на это дело, на обстоятельства, и не связываясь ни с адвокатами, ни с Зинченко, ни с кем-либо другим, просто подать такое заявление и дать свои свидетельские показания. После подачи суд рассмотрит ваше заявление. Если оно принято, вас вызовут на допрос, где вы сможете дать показания под присягой. Важно помнить, вы обязаны говорить правду, иначе вам грозит ответственность по статьям 384 и 385 Уголовного кодекса Украины. Это до 7 лет лишения свободы за ложное показание. Если вы находитесь не во Львове, суд может организовать допрос по видеосвязи согласно статье 228 КПК. Это удобно, если вы, например, в другом городе или за границей. Дело Зинченко, друзья, резонансное. Обвинение в убийстве Ирины Фарион по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины предполагает умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, что грозит пожизненным заключением. Если вы обладаете информацией, которая может опровергнуть вину Зинченко или указать на другие обстоятельства, ваши показания могут стать решающими. Например, в заявлении указано, что вы разговаривали с человеком в панаме, Патагонии и очках. Это может быть важной зацепкой, если следствие связывает эти приметы с обвиняемым или другим лицом. Более того, ваше участие как свидетеля – это не только право, но и гражданский долг. Вы помогаете суду установить истину, что важно для справедливости. Даже если ваши показания кажутся вам незначительными, они могут дополнить общую картину дела. Итак, мы разобрались, что свидетели могут самостоятельно заявить о своем желании давать показания в суде. Это ваше право, закрепленное в КПК Украины. Если вы знаете что-то о деле Зинченко или любом другом уголовном деле, не молчите. Составьте заявление, подайте его в суд и помогите правосудию. Если у вас есть, друзья, вопросы или вы хотите, чтобы я разобрал другие аспекты уголовного процесса, пишите в комментариях, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с теми, кому оно может быть полезно, и давайте вместе делать правовую
и понятной. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч!